Пока-пока-пока, поехали. Ну что, ребят, улетаю я в Сибирь. Оставлю с красивым видом на Питер. Ожидаю свой самолет. Ну что, счастливого мне пути, мягкой посадки. Буквально вот еще какое-то количество времени и улетаю. Сейчас послушаем как раз. Это мой еще пока не мой. Буду делиться контентом, буду делиться, где я буду. Все-таки в Сибирь я летаю не часто. И хочу вам, конечно, показать свою Сибирь своими глазами, как я ее знаю, потому что это моя родина. И буду показывать все красивые места, как туда в них добраться. В общем, все, что смогу, все вам расскажу. Если будете путешествовать, вы будете знать, как посмотреть одно из самых красивых мест нашей красивой страны — Сибирь. Ну вот, в безумном ожидании, по-моему, наш рейс задерживается. Хотя у S7 я такого что-то давно не наблюдала. Передо мной просто немерено людей. Ну это пипец. Пока-пока. Ну все, полетели. Вон наш самолетик. Так что скоро-скоро уже буду дома. На борту нам раздали вот такие салфетки влажные. Конечно, классика жанра крыло самолета. Подкрепились, и я уже была в Москве через час 15. Ну что, ребят, не без приключений, потому что так как рейс задержали, после здесь при хорошем освещении пока на 20 минут, поэтому получается кое-как успели. И даже на регистрацию, точнее я зарегистрировалась, но именно пропустить я была последняя. Меня подъехать последнего дождались. О, это кошмар. С пересадкой очень сложно. Ну что, вот я прилетела в этот миленький, хорошенький городок. Так, где здесь выйти, видимо, нигде. Буду тащить сумку так. Сейчас покажу, как здесь. Тяжело на самом деле тащить. Что у нас там позади? Сейчас покажу. Аэропорт. И где-то здесь рядом должны быть остановки. Сейчас придется... да, все, вижу, куда идти. Выполняющий рейс 52-20. Везде будет Google Help, чтобы добраться. Из Новосибирска, направление Толмачево. Так что пойду искать, на чем можно добраться. И поеду домой. Итак, первый пробу. Здесь, оказывается, что-то с терминалами Чарика. И оплатить можно только наличными, либо перевести на мобильный банк, как мне уточнил водитель. Такая маршруточка, газелька. И скажите, пожалуйста, а проезд сколько стоит? И проезд здесь стоит 20 рублей. Ну, прикольненько. Сейчас буду переводить, у меня букера нет. Ну что, здорово, вон на мобильный банк можно переводить. И, пожалуйста, чуть-чуть город. Приятно видеть, что много зелени, и город ухоженный, чистенький. У нас еще тут своя такая изюминка, очень большой контраст новостройки и старые дома, но на самом деле это вполне себе гармонично смотрится, особенно когда если дома такие ухоженные. И, кстати, хочу заметить, слишком больших высоток в этом городе нет и не будет, потому что слишком высокая сейсмоактивность, очень часто бывают землетрясения, поэтому слишком высокие дома не строятся. А вот о чем я все время говорю, когда нахожусь в Москве или Санкт-Петербурге. И вот всегда одна проблема. Вот чем мне нравится мой город. Лавочки. Везде. Где захотел. Кто-то полежал, кто-то посидел, неважно. И так по всему городу.
на самом деле это действительно так по всему городу. Вот буду гулять, буду принципиально снимать, где еще, вот в самых обычных простых местах, где просто люди гуляют, ходят. И там вот бывает просто дорога, и там есть лавочка. То есть ты шел, устал, и ты можешь спокойно сесть на лавочку, посидеть и пойти дальше. Вот это мне нравится. Ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве нет возможности вот просто где-то в пути сесть и посидеть на лавочке. Всегда какая-то вот проблема нужна обязательно куда-то там заходить и так далее. То есть посидеть абсолютно негде. Здесь есть возможность спокойно сесть и посидеть. Пойду сейчас ждать свою маршрутку. Как я уже сказала, 20 рублей стоит проезд. Ну, туда, куда я еду, мне нужно с пересадкой, поэтому пойду ждать. Ну что, ребят, я наконец-то немножечко очнулась и решила пойти прогуляться, потому что все-таки 4 года не была в этом городе. И пойду прогуляюсь пока близко по местности и покажу вам, что увижу. Сама посмотрю, потому что все-таки давно не была и не знаю, что поменялось, что не поменялось. Завтра планирую съездить в одно красивое местечко, поэтому посмотрю, может быть, получится, может быть, нет, обещать пока не буду. В общем, пошли пока гулять, посмотрим, что у нас там интересного сейчас. Ну что, ребят, не стала я пока эту селфи-палку брать. Ну, как всегда, я начну разговаривать, едут машины. Пошла я прогуляться. Как мне нравится, что город такой зеленый. Просто везде зелень. Так классно. Пойду прогуляюсь. Здесь протекает в этом городе река Ангара, которая как раз единственная река, которая вытекает из Байкала. Когда я буду именно в том месте, где она вытекает, я расскажу вам легенду как раз про это место. Поэтому на данный момент все, что сохраню интригу, и все, что могу вам сказать, это то, что сейчас я попытаюсь, по крайней мере, дойти до самой вот этой реки Ангары. И там еще у нас есть достаточно красивый ледокол Ангара. И вот он, кстати, очень исторический. Кто хочет, может погуглить информацию. На самом деле, именно здесь, в Иркутске, очень много исторических событий проходило. Я, может быть, как-то уже уточняла в каком-то из видео про Колчака, и если кто-то интересовался какой-то информацией или, возможно, помнит со школы, и я вот хочу сказать, именно в этом городе и закончился жизненный путь Колчака. Если я буду в том районе, то я, конечно, покажу, у нас есть памятник ему. И, собственно, фильм «Колчак», наверное, каждый уже смотрел. Там были как раз какие-то определенные съемки именно с этого города. Поэтому либо пересмотрите фильм, чтобы быть побольше информированным по этому поводу, либо еще, соответственно, мои влоги смотрите, я вам буду рассказывать. Здесь достаточно историческое место. Ну что, пошли гулять? Ну что, немножко так окрестности, пока иду до реки. Вы только посмотрите, какой же он зелененький, чистенький. Люблю свой город, люблю Сибирь. Сейчас как начну рыдать. Нет, я не могу просто так пройти и не озвучить. Вот заметьте, во-первых, все зелененькое, во-вторых, по краям дороги, где моя рука, все скошено лишнее. То есть здесь все зелененькое, все красиво, а края дороги все оформлены и просто же чисто, аккуратно. Ну это же здорово. Сделаю, наверное, в таком плане. И вот опять буду каждый раз как говорить, точнее, когда буду каждый раз как проходить мимо всех лавочек, которые стоять могут где угодно. Вот за что я люблю свой город. Почему? Потому что здесь все продумано, все для людей. Пожалуйста, будет вот лавочка в 2 шагах друг от дружки. Все облагорожено, лавочки везде. Вот я не знаю, сколько метров друг от дружки. И как все красиво, аккуратно, еще дальше продолжают тоже облагораживать. Но это же здорово. Вот здесь всегда можно посидеть, всегда отдохнуть. Это вам не Москва, не Питер. А здесь уже начинается Ангара. Сейчас дойду, посмотрю. А я увидела скейт-парк. Здорово. Ну-ка, малыши, покажите, что умеете. Оп, ягодки. Классно.
Нашла, ты что нашла? Иркутская минеральная водичка. И вот он, с Байкала. Все свое родное. Здорово. Красота какая. Вот там вдали уже я вижу, вот там ледокол Ангара. А здесь как здорово, здесь всякие кафешки. Как здесь мило. Ну все, сейчас буду поближе подходить. Посмотрим. Пиццерии, всякие ресторанчики. Ой, как все уютно. Кстати, у нас шаурма, а не шаверма. Сейчас пойду туда, а потом туда. Вообще везде пойду. Хочу туда. А зимой здесь, между прочим, хороший каток. Какая красота. А там, кстати, я увидела лежаки. Какой ресторанчик милый. Нужно будет выбрать время прийти туда. Все-таки я хочу до ледокола дойти. Здесь можно и покататься на всяких разных штуках. И вот он, наш красавчик. Просто погуглите, даже сильно много не буду вдаваться в подробности, разъяснять. Сейчас, возможно, если там будет возможность, конечно, пройти, я пройду. Но вот с этого ракурса он очень хорош. Итак, здесь есть расценки. Покататься на всем, что только можно. Весь прокат. И все оборудование. И еще на батутах можно попрыгать. И красивые мальчики гуляют еще рядом. И вкусняшки можно покушать. И ресторанов целая вообще галерея. И лавочки есть, как я и говорила, везде и всюду. Все-таки хочу прогуляться вот там. Я думаю, приду еще в другое время, потому что на закате прям все темное. Но я хочу вот к этому стенду подойти. Там все-таки информация какая-никакая. Угу, проход закрыт. И вот написано. Здесь капитальный ремонт. Ну, вот хотя бы большой стенд попробую, хотя напротив солнца немножко неудобно. Там это музей, работает в основном с 10 либо с 11 утра, ну тут понятно, зимнее и летнее время. Байкал, серф. Ну, как всегда, я только вот, начну снимать, все куда-то пропадает. Еще очень красивый ракурс. И все-таки на закате это очень красиво. Вон, пожалуйста, катаются ребята. Какие загорелые! Далее очень красивые горы, мне нравится. И дальше река уходит, Ангара. Точнее, она оттуда начинает исток. Дальше, если прямо, например, на кораблике проплыть, то как раз будет поселок, который называется Листвянка. Вот, собственно, оттуда и будет брать свое начало река Ангара. И те, кто путешествует, особенно на Байкал, вы наверняка мимо города Иркутска никуда не пройдете, ну, точнее, не проедете, скорее всего, вы остановитесь как раз в этом городе, и оставьте себе пару-тройку дней для того, чтобы все-таки найдите пару-тройку дней прогуляться именно по городу. Вот здесь даже школа виндсерфинга есть, и вон ребята все катаются, это же потрясающе просто. Посмотрите, какие горы красивые. И дальше вот в ту сторону как раз будет уходить, исток будет реки Ангара, и далее туда далеко будет Байкал, будет называться поселок Листвянка, и вот там как раз будет, знаете, как начало Байкала. Или точнее это будет начало реки Ангары, которая единственная, как я уже повторилась, река, которая вытекает из Байкала.